Африканская саванна мерцала под палящим полуденным солнцем, а золотистая трава колыхалась волнами по бескрайним равнинам. Зной стоял густой и тяжелый, окутывая все живое словно невидимым одеялом. Вдали лениво отдыхал прайд львов, расположившись под редкими акациями. Они были сыты после утренней охоты. Среди них был любопытный маленький львенок, которому едва исполнилось 3 месяца. Его игривый нрав вечно уводил его чуть дальше, чем следовало бы в целях безопасности. Пока взрослые дремали в тени, неуемная энергия львенка взяла вверх. Он отошел от прайда, бесшумно ступая крошечными лапами по выжженной солнцем земле. Его золотистые глаза широко раскрылись от изумления при виде окружающего мира. Бабочки, жуки, марево жара, поднимающиеся от земли. Он игриво бежал сквозь высокую траву, гоняясь за тенями и звуками, совершенно не подозревая, что опасность — это не всегда рычащий хищник. Порой она бывает безмолвной, терпеливой и скрытой у всех на виду. Львенок приблизился к темной грязной яме, следу прошедших дождей, превратившемуся теперь в густую коварную трясину. Он с любопытством заглянул через край, завороженный собственным отражением на темной поверхности. В долю секунды его маленькая лапка соскользнула с осыпающегося края. Львенок кувыркнулся вниз, и его тельце с мягким влажным шлепком ударилось о грязь. Он тут же попытался подняться, перебирая лапами в поисках опоры, но грязь была слишком глубокой и тяжелой. Она облепила его шерсть, словно живое существо, затягивая вниз. Паника захлестнула его крошечную грудь, когда он понял, что не может выбраться. Он начал медленно, но верно погружаться. Жижа поднялась выше живота и подбиралась к плечам. Его отчаянные крики разнеслись по саванне. Высокие, полные ужаса звуки призывали мать, которая всегда его защищала. Но его мать-львица была далеко, все еще отдыхая с прайдом. Ветер уносил крики в другую сторону, и она пока не могла его услышать. В этот самый момент к этому месту подошел одинокий самец зебры в поисках воды. Это был пожилой самец со шрамами на боках, следами долгих лет борьбы за выживание. Он услышал слабый плач, принесенный ветром. Его уши насторожились, инстинкт велел бежать. Звук безошибочно принадлежал льву, а львы означали смерть. Но что-то в тональности этого звука заставило его замереть. Это был не рык охотника. Это был плач беспомощного существа. Зебра сделал несколько осторожных шагов вперед, мягко ступая копытами по сухой земле. Он продрался сквозь пучок высокой травы и застыл. В грязевой яме тонул львенок. Его маленькая головка едва виднелась над поверхностью, а золотистые глаза были расширены от ужаса. Каждая клетка тела зебры кричала о том, что нужно бежать. Львы были его врагами, его ночным кошмаром, причиной, по которой его стадо сохраняло бдительность каждое мгновение. Но пока он стоял и смотрел на тонущего львенка, что-то в нем переменилось. Это был не хищник. Это был ребенок. Зебра подошел ближе, осторожно ступая к самому краю ямы. Он вытянул шею так далеко, как только мог, отчаянно пытаясь дотянуться до львенка. Его морда оказалась в считанных сантиметрах от дрожащего тельца, но этого было недостаточно. Не хватало совсем чуть-чуть. Львенок заплакал громче, силы покидали его. Зебра попытался снова, ступив опасно близко к осыпающемуся краю. Передние копыта слегка погрузились в мягкую землю. Но он все равно не мог дотянуться. Вдруг в высокой траве неподалеку возникло движение. Зебра резко вскинул голову. Гиены. Сначала одна, потом еще 2. Их крадущиеся силуэты выплывали из теней. Глаза светились жестоким азартом. Они тоже услышали плач львенка и почуяли легкую добычу. Сердце зебры бешено колотилось.
Он встал между гиенами и тонущим львенком, громко фыркая и топая копытами, чтобы отпугнуть их. Но гиены были не испугливых. Они продолжали ползти вперед, расходясь веером в медленный круг. Их смех звучал, как стрекочущая насмешка в жарком воздухе. Внезапно издалека донесся слабый рык. Львица наконец-то что-то услышала, но она была еще слишком далеко, по меньшей мере в миле отсюда. Зебра посмотрел на львенка, едва державшего нос над грязью. Потом он посмотрел на гиен, которые с каждой секундой становились все наглее. Затем он оглянулся на открытые равнины, в сторону свободы, в сторону выживания. Все инстинкты велели ему уходить, но он не мог. И тут раздался новый звук, слабый, но отчетливый. Шум далекого автомобильного двигателя. Рейнджеры сафари. Зебра принял молниеносное решение. Он бросил последний взгляд на утопающего львенка, словно давая безмолвное обещание: «Я вернусь». Затем он развернулся и помчался по саванне быстрее, чем когда-либо в жизни. Трава разлеталась из-под его копыт. Позади него поднимались клубы пыли, а гиены приближались к львенку. Грязь подступала все выше, а где-то вдалеке львица все еще отчаянно мчалась на плач своего детеныша. Зебра неслась по саванне, подобно урагану. Грудь горела, мышцы ныли, но он не сбавлял темп. Где-то впереди шум мотора становился громче. Джип рейнджеров. Зебра выскочил из высокой травы на грунтовую дорогу. Рейнджеры сразу заметили его и в недоумении сбавили ход, но Зебра не убежал. Напротив, он бросился прямо к джипу. Водитель ударил по тормозам, взвизгнули шины. Грязь полетела во все стороны, и джип резко остановился всего в нескольких сантиметрах от груди Зебры. Рейнджеры застыли в шоке. «Почему Зебра перегородила дорогу?» пробормотанс. «Албуасито буру», пробормотал один из них. Зебра тревожно переступал передними ногами. Он повернул голову назад в сторону саванны, всем телом дрожа от напряжения. Затем сделал несколько шагов вперед, остановился и снова оглянулся. Один из рейнджеров, женщина по имени Амара с многолетним опытом изучения поведения животных, все поняла мгновенно. Он хочет, чтобы мы следовали за ним. Как только джип тронулся, Зебра рванул вперед, указывая путь с отчаянной скоростью. Рейнджеры схватили веревки, спасательные настилы и аптечки, чувствуя, что происходит что-то серьезное. Через несколько минут они добрались до грязевой ямы и застыли от увиденного. Львенок ушел под грязь уже наполовину, он дрожал и ослаб. Его писк был едва слышен. Львица уже была на месте и отчаянно пыталась добраться до него. Но каждый раз, когда она подходила ближе, край ямы осыпался еще сильнее. Гиены кружили поодаль, выжидая удобного момента. А Зебра, едва подоспев, снова бросился между гиенами и львенком, защищая его так же, как и раньше. Рейнджеры приступили к действиям. Амара протолкнула спасательную доску по грязи. Ее напарник осторожно набросил веревки на маленькое тельце львенка. Львица отступила ровно настолько, чтобы позволить им работать, хотя не сводила глаз со своего малыша, и в ее горле клокотало глухое рычание. Одним последним слаженным рывком львенка вытащили из грязи задыхающегося и дрожащего. Львица тут же осторожно подхватила его пастью и перенесла на твердую землю, лихорадочно вылизывая, пока львенок тихо плакал от облегчения. Рейнджеры отошли назад, тяжело дыша. Один из них прошептал, не веря своим глазам: «Эта зебра только что спасла жизнь льву». В этот момент появился лев-самец, его тяжелые лапы грохотали по земле, а рык был настолько мощным, что гиены мгновенно бросились в рассыпную в кусты. Он посмотрел на зебру, а зебра посмотрел на него. Оба тяжело дышали от напряжения. В глазах льва не было враждебности, лишь что-то почти похожее на уважение. Зебра стоял в изнеможении, его бока ходили ходуном. Он взглянул на львенка, который был теперь в безопасности в лапах матери, мокрый и грязный, но живой.
Затем, не издав ни звука, зебра развернулся и медленно побрел обратно в золотистые луга. В тот день саванна стала свидетелем того, во что никто бы не поверил, не увидев это собственными глазами. Естественный враг стал защитником, жертва стала героем. И где-то в дикой природе правила были безмолвно переписаны, пусть лишь на мгновение силой сострадания, для которого не существует различий между видами.